Витаю, друзья, и здравствуйте все добрые, адекватные люди. Сегодня хочу просто понятным языком рассказать все, что мы знаем о пищевой соде, как она работает, полезна она или не полезна, вредна она или не вредна, на что стоит рассчитывать, на что не стоит рассчитывать. Ведь интерес к этой теме огромен, оно и понятно, что это заманчиво, она доступна, дешево стоит, обещают чуть ли не чудеса. Вообще у меня есть несколько видео на канале, посвященные соде, но они довольно сложные, потому что простое вещество действует через очень сложные механизмы, которые вот даже чтобы специалисту в них вникнуть, необходимо потратить часы на разборку. И, честно говоря, я, потратив определенное время, решил все это преподнести в очень простом виде, чтобы вот даже людям, которые забыли химию или не учили ее никогда, сразу стало все понятно. Но вначале расскажу, как вообще родилась история. Дело в том, что захотел я сделать обзор по соде, что есть правда, что ложь, насколько это абсурдно или наоборот имеет под собой какой-то смысл. И мне попалась на глаза статья о том, что прием 2 граммов соды у добровольцев вызывал снижение воспаления. И, естественно, я очень заинтересовался, потому что воспаление – это одна из ведущих причин, которые способствуют старению человеческого организма. Вот хроническое вялотекущее воспаление. И, соответственно, я подумал, раз таким простым способом можно замедлить процессы воспаления, то это может быть эквивалентно тому, что мы можем влиять хотя бы на один из факторов, которые разрушают наше тело, и немножечко замедлить старение. О чем, собственно, я и выпустил первое видео. Так вот, что там было в статье? Оказывается, что сода меняла профиль иммунных клеток. Как это выглядело? Вот очень просто. Иммунная система работает таким образом, что ей нужен запуск для того, чтобы активизировать свои силы. И вот этим запуском является вещества, которые вырабатывают сторожевые клетки. Сторожевые клетки, попросту назовем их макрофаги. Они существуют, те или иные разновидности, в разных органах и тканях, и первыми встречаются с инфекциями, или с бактериями, или с вирусами, но также они могут активизироваться, например, и при встрече с какими-нибудь нашими собственными производными. Например, в стенке сосудов аполипопротеин В, окисленный аполипопротеин В является стимулом для активации этих иммунных клеток. И вот эти клетки, макрофаги, могут существовать в 2 состояниях. Первое состояние М1, когда они выделяют разные химические вещества, интерлейкины, привлекающие другие клетки иммунной системы на помощь. То есть проникла какая-нибудь бактерия или какое-нибудь чужеродное вещество, подошел макрофаг М1, понял, что дело тут серьезное, начал выпускать интерлейкины, которые по крови прилетели к всем клеткам иммунной системы, и те, как пчелиный рой, слетелись на место проникновения возбудителя и его разрушили. После этого, естественно, лес рубят и щепки летят. Остались какие-то осколки, которые, опять же, те же самые макрофаги М1 воспринимают как, опять же, что-то чужеродное. И продолжают выпускать эти провоспалительные вещества, которые опять привлекают клетки иммунной системы. И так до бесконечности. Пока не приходят макрофаги М2. М2 макрофаги, они уже вырабатывают вещества, которые гасят воспаление. И, соответственно, М1 макрофаги нужны тогда, когда надо запустить воспаление. М2 макрофаги нужны тогда, когда надо остановить воспаление. И это, в общем-то, и было продемонстрировано в работе с 2 граммами соды. Кому интересно, я дам ссылочку на подробный механизм. И каким же образом упрощенно все это действует? Оказывается, что существует 3 таких версии, каким образом сода может влиять на процессы, это называется поляризация клеток. Из одной полярности М1 они переключаются в М2.
Значит, первая версия – это изменение кислотности в желудке. Естественно, при приеме соды это меняется, падает кислотность. И каким-то образом сигнал вот от этой упавшей кислотности передается на селезенку, в результате чего селезенка – это один из органов, в которых у нас иммунные клетки могут переключаться с одного в другое состояние, переключают макрофаги из воспалительного в противовоспалительное состояние. Вот это вот первая версия. Вторая версия – это то, что в ответ на снижение кислотности желудочного сока начинает выделяться гастрин. Это вещество, которое способствует, наоборот, усилению желудочной секреции. То есть сода гасит секрецию желудочного, а гастрин, наоборот, увеличивает в ответ. И вот увеличение выработки гастрина также, есть такое предположение, ведет к активации селезенки, которая переключает на противовоспалительный профиль макрофаги. И, наконец, третье, это то, что сода каким-то образом может влиять на кислотно-щелочное состояние спинномозговой жидкости, и там уже идут процессы, которые, опять же, приводят к селезенке в конечном итоге по нервным волокнам, и селезенка переключает макрофаги с провоспалительного на противовоспалительный механизм. И, кстати, вот еще одно у меня есть видео, которое более глубоко рассматривает этот процесс. У нас в организме существует такой селезеночный воспалительный рефлекс. Рефлекс, вообще-то, это стереотипная реакция организма на какое-либо там возбуждение. Допустим, вам взяли молоточком, невролог ударил по сухожилию надколенника, и у вас, получается, сокращалась четырехглавая мышца, то есть нога дергается. Соответственно, вот в воспалительном рефлексе селезенки все происходит таким образом. У нас есть блуждающий нерв, 10-я пара черепных нервов, волокна чувствительные которого сосредоточены почти во всех отделах желудочно-кишечного тракта. И, соответственно, в желудке тоже. То есть, принимает человек 2 грамма соды, это приводит к возбуждению волокон блуждающего нерва. В ответ происходит переключение и идет сигнал к селезенке. И селезенка уже начинает там переключать макрофаги. Вот что такое селезеночный рефлекс. И сода является как бы одним из стимуляторов этого рефлекса. И, кстати, если вам интересно, как вообще бороться не только с хроническим воспалением, а и с другими 12 факторами, которые приводят к старению организма, у меня есть специальный структурированный курс «Как замедлить старение», потому что знания есть везде. Все равно, что там кучу учебников ты можешь взять, но ты никогда не станешь специалистом без университетского образования, допустим. Или трудно выучить язык, если у тебя нет учителя. И вот этот курс дает структуру, объединяя все современные научные данные, как их можно использовать в ежедневной жизни для того, чтобы замедлить старение. Но вернемся дальше. Значит, после этого, после того, как мы узнали, что существует специальный воспалительный рефлекс и что действительно сода имеет на него такое влияние, что механизм действительно правдоподобный, начали возникать всяческие там сомнения о том, что же будет с человеком, если он будет принимать 2 грамма соды постоянно. И поползли всякие там по интернету предположения, их так вот назову, что прием 2 граммов соды вдруг изменяет кислотно-щелочное равновесие организма, что это приводит к потере калия, что это приводит к нагрузке натрием, и начали рисовать ужасные такие картины, как вот человек пьет соду и 2 грамма, и он полностью разрушается. Но я специально выпустил видео, такое тоже дам ссылочку с уравнениями, вообще-то это основа кислотно-щелочного равновесия, где, попросту говоря, доказал, что прием здоровым человеком 2 граммов соды равносилен, внимание, если вы по степени опасности, как если вы будете каждый день пить боржоми, где-то 0,5-0,7 литров. Или вы будете глубоко дышать, потому что боржоми это вам и нагрузка натрием немножечко, и нагрузка бикарбонатом, то есть той же самой содой. А глубокое дыхание это ощелачивание организма. То есть изменения при 2 граммах соды, они настолько быстро компенсируются, у здорового человека они практически неощутимы. Не буду здесь распыляться,
Кому интересны доказательства, я их очень подробно привел со всеми уравнениями, с химическими выкладками, и ссылочку оставлю. И таким образом на сегодняшний день у нас получается такая картина, что, во-первых, да, сода действительно имеет правдоподобный противовоспалительный эффект. Второе. Прием соды для здорового человека имеет такие же побочные эффекты, как и только что мы сказали, как будто вы пьете минеральную воду. Третье. Сода действительно применяется, есть таблетки с содой при хронической болезни почек, то есть при почечной недостаточности, тоже было видео. И сода применяется в видах спорта, где важно остановить закисление мышц. То есть, прежде всего, это спринтерские виды спорта, где решают доли секунды. То есть она очень распространена, и страхов здесь никаких нет. Ну а может ли сода замедлить старение? Тут, понятное дело, нужны масштабные исследования. Никто этого не исследовал. Это просто-напросто такое механическое предположение. Возможно, кому-то это станет интересным, и мы с вами узнаем, что со всем этим делом творится. Поэтому на сегодняшний день, конечно, нет никаких протокольных показаний, чтобы применять соду в отношении здоровых людей. Как минимум, каких-либо данных о вреде, пользе 2 граммов нет.